Яркое солнце, изумрудная вода и ослепительный блеск роскоши. Это Портофино, самый эксклюзивный и гламурный курорт Лигурии. Место, где каждый метр земли пропитан историей, стилем и ощущением безупречной жизни. И трудно поверить, что вся эта красота умещается в одной крошечной бухте. Но именно сюда уже больше века бегут от всего мира королевские семьи, голливудские звезды и мировая элита. Здесь прошлое и настоящее переплетается на каждом шагу. Старинный замок на скале наблюдает за современными яхтами в гавани, а традиции итальянской кухни соседствуют с самыми изысканными ресторанами побережья. Портофино – это не просто место, это ощущение. Атмосфера, которую невозможно передать фотографиями, ее нужно прожить. В этом видео мы не просто посмотрим на красивые виды, мы попробуем понять главный секрет Портофино – как крошечный рыбацкий порт стал символом мировой роскоши и притяжения для элиты, и что скрывают эти яркие разноцветные дома у самой воды. Приготовьтесь, впереди у нас большое путешествие в самый изысканный уголок Италии. Самый красивый и эмоциональный путь добраться до Портофино – это, конечно, по воде. Я плыла на небольшом туристическом кораблике из Санта-Маргарита, Лигурии. Это ближайший к курорту крупный город, где находится железнодорожная станция. Поездка на лодке занимает всего 15 минут, но дарит море восторга. Очень советую именно этот способ. С первых секунд на воде вам откроются потрясающие виды на скалистые берега, скрытые виллы и бескрайнее Лигурийское море. Такое мини-путешествие сразу задает нужный тон и становится полноценной частью вашего приключения. Конечно, есть и другие варианты. Например, из Санта-Маргариты до Портофино регулярно ходит автобус номер 782. Это самый бюджетный и доступный способ доехать. Дорога на автобусе идет по узкому извилистому серпантину прямо над обрывом. Это может быть довольно экстремально из-за крупных поворотов, да и тех панорамных видов, что открываются с палубы корабля, вы из окна точно не увидите. Если вы любите долгие прогулки, обратите внимание на пеший маршрут, который начинается прямо у железнодорожной станции Санта-Маргарита. Длина этой живописной тропы около 5 километров. Первая половина пути идет по удобному пешеходному тротуару вдоль кромки моря до тихой изумрудной бухты Параджи. А дальше начинается самое интересное – знаменитая тропа поцелуев. Она уходит вверх в прохладную тень деревьев регионального природного парка Портофино. Я покажу вам место в Портофино, где эта тропа заканчивается, и мы немного пройдемся по ней, чтобы вы посмотрели, как она выглядит и какие виды с нее открываются. Ну что, мы сошли на берег с нашего кораблика, и первое, что вы сразу можете заметить, здесь невероятные толпы людей. На самом деле в Портофино практически всегда очень людно. Этот крошечный кусочек суши буквально трещит по швам от туристов, особенно в высокий сезон. Но пусть суета вас не пугает. Сейчас мы с вами отправимся вглубь по главной улочке этой деревушки. Она называется Виа Рома. Это сердце Портофино, которое соединяет парковку и въезд в город со знаменитой площадью Пьяццета, которая сейчас находится перед нами. Но прежде чем мы отправимся исследовать это место, давайте окунемся в историю Портофино. Как вообще появилась эта деревня? Много веков назад древние римляне основали здесь небольшое поселение и назвали его Портус Дельфини, что означает «порт дельфинов». А все потому, что в местном заливе обитало огромное количество этих дружелюбных животных. Столетиями это была глухая, тихая рыбацкая деревушка. Местные мужчины уходили в море, женщины плели кружева, и никто в мире даже не догадывался о существовании этого райского уголка. Так как же изменилась эта деревня? Почему вдруг произошел этот невероятный взрыв популярности? Все началось в конце XIX века.
Сюда в поисках уединения и дикой природы стали приезжать богатые британские и немецкие аристократы. Первым был британский консул Монтегю Йейтс Браун. Он буквально влюбился в эти места, выкупил старый заброшенный замок на холме и превратил его в роскошную виллу. За ним потянулась и другая знать. Они строили скрытые в зелени особняки, но сама деревушка у воды все еще оставалась тихой и рыбацкой. Настоящий переворот случился в 1950-х годах, в эпоху легендарной Дольче Вита «Сладкой жизни». В Портофино начали приплывать на своих яхтах голливудские звезды первой величины. Здесь отдыхали Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо и Кларк Гейбл. Они прятались здесь от назойливых папарацци, ведь в Портофино тогда не было автомобильных дорог, и добраться сюда можно было только по морю. Курорт стал символом абсолютной приватности, тайным клубом для избранных. А теперь самое интересное. Что же скрывается внутри этих открыточных цветных фасадов сегодня? Раньше это были скромные, тесные и небогатые жилища рыбацких семей. На первых этажах обычно хранили лодки и сети, а на верхних жили люди. Но сегодня все перевернулось с ног на голову. Обычных местных жителей здесь почти не осталось. Внутри этих исторических стен теперь скрываются ультрасовременные роскошные апартаменты, частные виллы и закрытые резиденции. Стоимость недвижимости здесь просто астрономическая. Из-за того, что Портофино крошечный и строить новые дома тут строго запрещено законом, спрос дикий. Маленькая квартира площадью всего в 50 квадратных метров в одном из этих цветных домиков может стоить от 2 до 5 миллионов евро. А цены на исторические виллы на холмах легко доходят до 15-20 миллионов евро и выше. Это один из самых дорогих и элитных квадратных метров на всей планете. Во всем Портофино сегодня живет всего около 400 человек, и с каждым годом коренных жителей становится все меньше. Представьте, что каждое ваше утро начинается не с тишины, а с шума сотен туристических корабликов и гула толпы. Местные шутят, что летом они живут как рыбки в аквариуме. На них постоянно кто-то смотрит и фотографирует. Обычная жизнь здесь устроена очень непривычно. В Портофино нет огромных супермаркетов, больших аптек или привычных нам хозяйственных магазинов. Чтобы просто купить продукты по нормальной цене, бытовую химию или одежду не от Гуччи, местным жителям приходится ехать в соседнюю Санта-Маргариту. Ведь в самом Портофино каждый свободный метр занят под дорогие рестораны и люксовые бутики. Даже обычный хлеб здесь стоит в разы дороже. Большинство тех, кто здесь родился, это пожилые люди, чьи семьи жили тут поколениями. Одной из главных достопримечательностей Портофино считается церковь Святого Мартина. Именно ее высокую колокольню можно увидеть практически из любой точки гавани. Яркий полосатый фасад храма сразу привлекает внимание всех гостей города. Первая церковь на этом месте появилась еще в XII веке. За свою долгую историю здание неоднократно перестраивалось и меняло свой облик. Тот вид, который мы видим сегодня, храм приобрел в XIX веке. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, но местные жители бережно его восстановили. Для жителей Портофино церковь Святого Мартина всегда была сердцем города. Здесь на протяжении веков проходили главные события общины. В этих стенах молились поколения рыбаков перед выходом в бурное море. Тут отмечали праздники и создавали семьи. Внутри церкви скрывается настоящее сокровище. Интерьер поражает своей роскошью и яркими красками.
Стены украшают старинные картины и великолепные фрески, а с потолка свисают огромные хрустальные люстры. Главной гордостью храма считаются деревянные скульптуры работ известных итальянских мастеров. А вот и знаменитая тропа поцелуев. Она соединяет Портофино и Санта-Маргарита-Лигури и считается одним из самых живописных маршрутов в этой части Лигурийского побережья. Для кого-то это начало прогулки, а для кого-то ее финальная точка. Мы сегодня не будем проходить весь маршрут, но немного прогуляемся по тропе, чтобы вы смогли увидеть, как она выглядит, и полюбоваться красивыми видами, которые открываются отсюда на море и побережье. Сейчас мы снова проходим по главной площади Портофино и направляемся в сторону набережной, чтобы начать подъем к замку Брауна. Знаете ли вы, что в прошлые века эти разноцветные дома красили в такие яркие цвета вовсе не для красоты? Местные рыбаки делали это ради практичности. Возвращаясь из штормового моря, они могли издалека узнать свой родной дом по его уникальному цвету. А сама площадь раньше была простым рынком, где сушили сети и продавали утренний улов. Мы оставляем позади шумные летние кафе и яркие фасады домов Пьяццеты и у края гавани сворачиваем на каменную тропу, которая круто уходит вверх. Шаг за шагом мы поднимаемся над городом, и с каждым метром Портофино открывается нам с новой стороны. Вокруг пахнет хвоей и морем, а вековые кипарисы создают приятную тень. Дорога к замку занимает примерно 20 минут в одну сторону. Маршрут в целом несложный, но в самом начале есть довольно заметный подъем. После него тропа становится гораздо более спокойной, и идти уже достаточно легко. Перед входом на территорию замка есть небольшая зона, похожая на сад или внутренний двор. Здесь находится касса, где нужно приобрести билет. Вход в замок стоит 10 евро с апреля по начало ноября и 5 евро с ноября по март. Замок Брауна – одна из главных исторических достопримечательностей Портофино.
Сегодня это место известно благодаря потрясающим панорамным видам, но изначально замок был построен совсем для других целей. Его история начинается еще в средние века, когда генуэзцы возвели здесь оборонительную крепость для защиты бухты Портофино от нападений с моря. Благодаря своему расположению на высокой скале крепость контролировала вход в залив и на протяжении многих веков играла важную оборонительную роль. Свое нынешнее название замок получил в честь британского консула Монтегю Йейтса Брауна. В 1867 году он приобрел старую крепость и превратил ее в роскошную частную резиденцию с садами и террасами. Именно благодаря ему замок приобрел тот романтический облик, который мы видим сегодня. Внутри можно увидеть исторические интерьеры, старинные помещения крепости, сады и несколько террас с панорамными видами на Лигурийское море. Но большинство посетителей поднимается сюда ради смотровых площадок. С высоты открывается один из самых красивых видов не только на Портофино, но и на все побережье. Если честно, даже если вы не планируете подробно осматривать экспозиции внутри, сюда стоит подняться именно хотя бы ради видов. Именно отсюда Портофино выглядит так, каким его показывают на лучших фотографиях и в туристических журналах по всему миру. Внутри замка нет классических богатых залов или музейной роскоши. По сути, это старая крепость, которую позже адаптировали под жилую резиденцию и частично сделали музеем. Внутри можно увидеть каменные стены, узкие коридоры, несколько небольших комнат и следы старой оборонительной архитектуры, которые сохранились со времен, когда замок использовался для защиты бухты. Но самое главное здесь – это, конечно, виды из окон и террас. Почти из каждой точки открывается панорама Портофино, гавани и Лигурийского моря. Портофино часто называют одним из самых красивых маленьких городков Италии. И, честно говоря, это тот случай, когда ожидания и реальность действительно совпадают. Его нередко сравнивают с Позитано на Амальфитанском побережье, и это сравнение в целом вполне понятное. Те же яркие дома, море прямо у подножия и ощущение, что ты оказался внутри открытки. Но при этом Портофино совсем небольшой и более камерный.
Кстати, на моем канале есть видео и из Позитано, и из Амальфи, и из других мест Амальфитанского побережья. Если интересно, можете посмотреть. Если же говорить именно о Портофино, то самое интересное здесь не просто приехать и постоять у воды, а пройти его целиком. От моря через Пьяццетто, дальше вверх по тропе к замку и обратно. Потому что только так становится понятно, насколько он на самом деле маленький и насколько по-разному он ощущается с разных уровней. По сути, Портофино – это место для одного дня. Здесь нет необходимости оставаться с ночевкой. Все можно спокойно посмотреть за несколько часов. Многие как раз останавливаются в Санта-Маргарита-Лигури и приезжают сюда просто на прогулку, без спешки на полдня или на целый день. И, наверное, главный совет – не пытаться успеть все, а просто идти медленно, посидеть на Пьяццете, подняться к замку, посмотреть на бухту сверху и потом снова вернуться к воде. Потому что именно в этом маршруте Портофино раскрывается лучше всего. На этом наша прогулка по Портофино подходит к концу. Сейчас мы снова спускаемся к воде и отплываем обратно в Санта-Маргарита-Лигури. Если вам понравилась наша прогулка, поддержите канал подпиской, а видео лайком и комментариями. Это очень помогает развитию. И обязательно пишите, что вам понравилось больше всего в Портофино. Всем хорошего настроения и до встречи в следующих путешествиях.